Вы когда-нибудь встречали лося? Что ж, один человек знал, что ему нужно спасти беспомощного лося, но он понятия не имел, какой сюрприз его ждет. Как люди, мы проводим свою жизнь в окружении животных, хотя редко ассоциируемся с чем-то большим, чем голубь или домашняя кошка. Однако по всему миру есть и другие люди, которые сближаются с другими животными, и этот человек сделал именно это. Однако, чтобы по-настоящему понять эту историю, нам нужно узнать немного больше о человеке, о котором идет речь. Ирикас Плюкас – литовский фермер, который в настоящее время живет в сельской местности, окруженной листвой и животными всех форм и размеров. На самом деле, Ирикас имеет удовольствие владеть фермой, которая находится прямо рядом с сочным лесом. Для него не редкость увидеть оленя, прогуливающегося мимо его окна, или хищных птиц, пролетающих над его полями. Это просто часть его жизни. Ирикас всегда наслаждался тишиной и покоем. Он был не из тех, кто жаждет городского шума и суеты, и всегда предпочитал быть в окружении природной красоты. Из-за этого он знал, что в конце концов захочет жить на ферме и выживать за счет земли. Его мечта сбылась, когда он купил свою ферму, но он понятия не имел, что его жизнь скоро перевернется с ног на голову и что это произойдет из-за лося. Этот литовец провел большую часть своей жизни среди животных и полюбил их как равноправных живых существ, которых нужно любить и уважать. Как фермер, он за свою карьеру контактировал с бесчисленным количеством животных, но как человек он принимал кошек и собак в своих домах и ухаживал за лошадьми на своей земле. Однако его знание животных также научило его, каких существ ему следует избегать. Хотя одним из главных хищников для лося является человек, большинство людей склонны избегать этих животных. Во многом это объясняется тем, что они могут вырасти до огромных размеров и, как известно, часто достигают более 7 футов в высоту. Как будто этого было недостаточно, самцы лося также снабжены крепкими рогами, которые могут оказаться смертельными для тех, кто встанет у них на пути. Вместо того, чтобы поприветствовать лося на свободе, большинство людей побежит в противоположном направлении. Лосей обычно можно увидеть ближе всего к людям в регионах по всей Северной Америке. Однако это не значит, что их не могут увидеть другие люди по всему миру. Считается, что в Литве насчитывается около 7000 диких лосей, наряду с различными другими крупными млекопитающими, которые могут рассматриваться как представляющие угрозу для тех, кто живет в стране. Хотя большинство людей знают, что нужно предоставить этих животных самим себе, иногда это невозможно, и людям приходится вмешиваться. Литва – разнообразная страна, которая предлагает как приезжим, так и местным жителям всевозможные ландшафты. Из-за этого многие люди направляются на пляж, где их ожидают песчаные берега, накатывающие волны и другие посетители пляжа. Однако те, кто отдыхал на пляже Нида в 2014 году, были поражены, когда увидели лося и его детеныша, резвящихся в воде. К сожалению, вид людей на песке перевел маму лосиху в режим защиты. Хотя лосиха отдыхала со своим детенышем вдали от других посетителей пляжа, она чувствовала угрозу из-за большого количества людей вокруг нее. Итак, лось побежал в направлении толпы и разогнал всех людей, которые с удивлением наблюдали за происходящим с береговой линии. Те, кто фотографировал и снимал на видео происходящее, обнаружили, что убегают, а вернувшись домой, рассказывают своим друзьям и родственникам невероятную историю. Однако история Ирикаса еще более невероятна. Как и многие другие литовцы, Ирикас научился не приближаться к лосю и не мешать ему. Однако он просто не знал, что делать, когда однажды вернулся домой и обнаружил детеныша лося, лежащего прямо перед его воротами. Теленок, казалось, был в плохом состоянии, и фермер видел, что она ранена. Из-за этого он предположил, что беспомощное животное не сможет причинить ему вреда, поэтому осторожно приблизился к ней, чтобы рассмотреть получше. Когда Ирикас подошел ближе к ребенку, он не преминул оглядеться по сторонам. В конце концов, он понятия не имел, прячется ли его мать за деревьями и готова ли в любой момент подбежать к нему. Когда он был совершенно уверен, что поблизости нет мамы лосихи, он смог по-настоящему рассмотреть детеныша. Ирикас сам подтвердил,
что детеныш был самкой лося и что ей не могло быть больше 2 недель от роду. Литовский фермер попытался восстановить хронологию событий и задался вопросом, как теленок забрел на его территорию. Единственная история, которая имела смысл, заключалась в том, что ее мать, к сожалению, погибла от рук охотников, а теленок убежал в поисках безопасности. Однако в процессе она, должно быть, зацепилась за какие-то ветки и поранилась. Из-за этого она была напугана и уязвима, и Рикас знал, что должен вмешаться. Хотя Рикас хотел сделать все, что в его силах, чтобы спасти лосенка, лосенок был очень напуган. Она задрожала от его прикосновения и не хотела подпускать его слишком близко. Однако и Рикас видел мух, кишащих в ее шерсти и хрупком теле, и знал, что не может просто оставить ее там. Проявив огромную заботу и внимание, он смог подхватить ее на руки и отнести в тепло своего фермерского дома. Когда фермер уложил теленка на теплое одеяло, он начал сомневаться в своем следующем шаге. Он никогда раньше не оказывался в подобной ситуации, поэтому знал, что ему нужна профессиональная помощь, чтобы помочь беспомощному животному. И Рикас позвонил в службу защиты животных, но они никак не могли связаться с ним до следующего утра. Чтобы помочь себе пережить ночь, он позвонил своим друзьям и родственникам за советом. К сожалению, он не ожидал их негативной реакции. Когда Рикас звонил самым близким людям, он ожидал, что они отнесутся с пониманием к тому, что он ухаживает за животным, которое было близко к смерти. Вместо этого он услышал разъяренные голоса и негативную реакцию на то, что он сделал. Они сказали ему, что то, что он сделал, было незаконно и что он должен был просто позволить природе идти своим чередом. И Рикас знал, что не сможет этого сделать, поэтому поклялся ухаживать за лосем, чтобы тот выздоровел. На самом деле он нашел немного молока, поискал немного корма для молодого теленка и убедил малыша взять еду и питье. Он делал это всю ночь, пока на следующее утро не появились службы по защите животных. Однако они не дали ему той информации или помощи, в которых он нуждался. Им некуда было взять лося, и они предложили Ирикасу отвезти его к местным охотникам. Для Ирикаса это был не вариант. Ирикас не собирался отдавать теленка, так как это наверняка привело бы к концу ее жизни. Итак, он решил задать службе по защите животных дикий вопрос, который, как он никогда не думал, ему придется задать. Сможет ли он оставить теленка и растить его как своего собственного? Фермер полностью ожидал, что ветеринарные службы скажут «нет», и был на 7-м небе от счастья, когда они в конце концов позволили ему это сделать. Он решил назвать ее Эммой. В общем, единственное взаимодействие, которое происходит между людьми и лосями, это когда мы охотимся на них. Человечество – главный хищник лося. При этом, по большей части, эти два вида избегают друг друга. Лось, как правило, избегает человека, если только он не защищает свое потомство. С другой стороны, люди поступают мудро, избегая лосей, особенно если речь идет о детеныше. Они абсолютно массивны и могут нанести серьезный ущерб, атакуя и тараня нас. Люди сказали Рикасу, что он должен оставить лося в природе, хотя лось и человек имеют долгую историю. Лосей обычно не одомашнивают, но они могут быть одомашнены. Есть много случаев, когда люди использовали их в практических целях. Будучи самым крупным и тяжелым животным в семействе оленей, лось покорил воображение многих. Например, коренные американцы Алгонкины из Новой Англии верили в духа, у которого была голова лося, тело человека и крылья и лапы орла. В течение следующих нескольких недель Ирикасу приходилось уделять Эмме особую заботу и внимание. Ее нужно было кормить каждые несколько часов, и он должен был присматривать за ней, чтобы убедиться, что ее здоровье не ухудшилось. Из-за этого Эмма очень привязалась к фермеру. Она ходила за ним по дому и окрестным полям и даже хотела спать рядом с ним. Однако Ирикас осознавал тот факт, что с каждой неделей она становилась все больше. Ирикас знал, что не сможет заботиться об Эмме вечно, поэтому решил привести в действие план. В течение нескольких недель он медленно, но верно вернет ему в ее естественную среду обитания. Он уводил ее глубже в лес, показывал,
какие продукты она может есть и как их добывать, и помогал ей привыкнуть к этому новому окружению. Он надеялся, что в конце концов сможет позволить Эми разгуливать на свободе. После неустанной работы, направленной на то, чтобы помочь Эми чувствовать себя комфортно среди деревьев, она начала исследовать местность самостоятельно. Утром она отправлялась в лес и не возвращалась до вечера. Хотя это наполняло Рикаса радостью, оно также беспокоило его. Он был похож на заботливого отца, но в конечном счете знал, что это к лучшему. Конечно, Эмма еще не закончила с ним. У нее был припасен сюрприз, который изменит жизнь Рикаса. В конце концов, Эмма отважилась уйти в лес и не вернулась. Рикас предположил, что она навсегда оставила его и свою прежнюю жизнь позади, и он был рад за нее. Однако это не означало, что она навсегда оставила позади человека, который спас ее. Лосиха каждый божий день выходила из-за деревьев, чтобы поздороваться с Рикасом, и делала это непременно. У них была связь, и ничто не могло ее разорвать. Хотя Рикас был взволнован, увидев, что Эмма не забыла свой дом, он также был невероятно обеспокоен ее благополучием. Леса кишели охотниками, которые ни перед чем не остановятся, чтобы положить Эмму себе на тарелку, и ему была невыносима мысль об этом. Чтобы бороться с этим, он пригласил местных охотников встретиться с Эммой. Он хотел, чтобы они получше узнали ее и перешли на ее сторону. Удивительно, но план сработал, и охотники договорились, что будут присматривать за оленем, а не охотиться на нее. И Рикас был на 7-м небе от счастья, и ему не терпелось увидеть, как его малыш вырастет во впечатляющего и замечательного зверя. С тех пор он поделился своей историей, чтобы показать миру, что лоси не всегда агрессивные и опасные существа. Однако сам он не знал всей истории, поскольку у Эммы был припасен сюрприз для ее отца, литовского фермера. По мере того, как проходили недели, Эмма продолжала жить в дикой природе, совершая ежедневные поездки обратно на ферму, и Рикас начал замечать что-то немного странное во внешности Эммы. Хотя с тех пор, как ее спасли, она прибавила в весе, ее живот выглядел значительно более пухлым. Вскоре Рикас понял, что Эмма беременна и скоро будет ждать своего собственного ребенка. Мы не можем не надеяться, что следующее поколение полюбит Рику так же сильно, как Эмма.